Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У меня рост 1,57 м, и поэтому мне все джинсы бывают длинные. Если они мне как раз, то это значит, что для других это капри. Если их подшивать, то все равно край тогда будет отличаться, уже не то что-то, не такой вид. А если просто подвернуть, то получается, что они или отворачиваются, туда всякий мусор может попасть. Я, конечно, не хожу по всяким оврагам, буеракам, но все-таки. И вот я решила, что я их так зашью, эти отворотики, чтобы это выглядело и красиво, и при этом было очень удобно, ничего не отворачивается, и джинсы сразу становятся эксклюзивными. Я взяла тонкие вязальные нитки. Любые можно брать нитки для вышивания. Я беру вот нитки из мерсеризованного хлопка. Я неоднократно показывала, но можно мулине взять, все знают, что это такое. Любые нитки, которые потолще. Если честно, я думаю, что и швейные толстые подойдут нитки в этом случае. Но надо пробовать. Я сначала вышивала стебельчатым швом, сейчас вот это вот у меня тамбурный стежок. На шве я начала, поэтому не очень хорошо видно. Но я в любом случае еще буду показывать этот тамбурный стежок другими нитками, другим цветом. Поэтому, кто не понял, дальше будет видно. Здесь вот я немножко ошиблась. Перекрутился у меня стежок. У меня там посторонние звуки на заднем фоне. Никак не могу от них избавиться. Соседи делают ремонт. И продеваю туда. Я стараюсь, чтобы джинсы у меня хорошенько так пришились. Я сделала уже 2 одинаковых таких вот стебелечка с листочками. Теперь вот показываю опять тамбурный стежок для тех, кто... Видите, я прям насквозь протыкаю, чтобы закрепить хорошенько этот отворот. И в другую сторону тоже так же тамбурный стежок делаю. На самом деле это очень быстро все получается. Но для тех, кто только начинает, может быть, не прям вот быстро, но все равно реальные сроки. Узелок я вот сзади делаю и прячу нитку от узелка внутрь моего отворота. Не знаю, может быть, напрасно я так делаю, но если станет он вытаскиваться во время носки, эта нитка и будет торчать, обрежу покороче. Вот следующий я буду стежок делать. Стараюсь тоже прятать узелочки, так, чтобы они не выглядывали. Прям покрепче его туда затягиваю. И тоже вышиваю тамбурный стежок, но уже другого цвета. И будет выглядеть симпатичней. Девочки, если вот сделать здесь узелок, допустим, мне не хотелось лишние узелки делать, а до следующего цветочка, который я хочу таким же цветом сделать, стежок получится очень длинный, поэтому я продеваю внутрь джинсов эти стежки, чтобы, когда одеваешь, пальцем не зацеплять эти, вдруг палец попадет, всякое бывает. Поэтому я делаю стежочки маленькими. И дальше вот следующий цветочек такой же вышиваю. Но вы сами понимаете, что цвета вы можете брать любые, в зависимости от того, с какими вы кроссовками, например, носите джинсы. Я вот выбрала вот такие яркие, а можно выбрать такие пастельные тона. И кому как нравится. Тут как бы на вкус и цвет товарищей нет, все знают. Поэтому я выбирала вот такие яркие, мне так нравится. Тем более это джинсы у меня тоненькие, летние, и цветочки яркие. Они на самом деле, они же внизу, их не так уж прямо видно, но вполне возможно, что кто-то и обратит внимание на такую красоту. А так вы сами будете знать, что у вас эксклюзив, ни у кого таких нет, потому что вы сами вышивали ведь. Здесь я завязала узелок, не стала заморачиваться с продергиванием нитки через штанину. Потому что через один цветочек буду вот этот цвет использовать. Поэтому я решила, что лучше я узелки завяжу. А вот те, которые я пропускала, я теперь буду делать французские узелки. Такие вот цветочки маленькие совсем. Я здесь нитку 3 раза наматываю на иголку, прокалываю именно в толстую часть отворота. Продергиваю все, придерживая нитку, чтобы узелок хороший, ровненький получился. И с этой стороны тоже я делаю узелок. Хотя можно также проводить нитку, как я делала это с оранжевой ниткой. Я решила вторые джинсы тоже подшить, чтобы 2 раза не вставать, как говорится. Здесь я использую швейные нитки для джинсов, такие толстенькие.
и вдвое, потому что у меня подходящего цвета не оказалось среди вязальных ниток. Делаю такой листочек, с одной стороны в другую протыкаю иголкой, и получается вот такой вот симпатичный листочек, елочка, не знаю что. Мне вот такой цвет именно понадобился, потому что, я вам покажу, у меня на джинсах такого цвета есть вышивка буквами. Попозже покажу обязательно. Ну вот, простой нехитрый способ. По бокам вот швы я закрепила просто стежочками и по 3 листочка таких вот спереди и сзади сделала. А дальше тамбурными стежками обычными. Здесь я взяла нитки ирис. Вообще, на самом деле, здесь это все настолько мелко получается по сравнению с джинсами. Это не особо-то и видно будет, потому что достаточно мелкий рисунок. Но все-таки, если приглядеться, то будет видно. И из таких вот мелочей как раз и будет создаваться ваш образ. Здесь вот обычными черными швейными нитками, сороковкой, в четверо сложенными делаю французский узел. Вот такие получились у меня отвороты пришитые. Теперь они точно не будут у меня отворачиваться. Видите, почему я делала именно эти цвета? Потому что здесь вот такие вот уже есть вышивки и буквы, и какие-то узоры. И вот это будет смотреться нормально. После того, как я все вышила, я обязательно отпарю утюгом все, чтобы уже это все лежало так, как будто так и было задумано. Ну, на самом деле выглядит, по-моему, очень гармонично, сочетается с теми рисунками, с теми вышивками, которые уже есть на этих джинсах. Такой неброский узор подойдет под мою одежду. И я всего лишь только один вечер посидела, повышивала все это, вот подвороты сделала. За один вечер сделала 2 джинсов красивыми, уникальными, оригинальными. Мне очень нравится результат, который получился. И, наконец-то, эти джинсы мне хороши по длине. Я попросила своего сына, чтобы он снял меня в джинсах, в кроссовках, как это выглядит. Единственное, здесь надо, наверное, заменить шнурки на черные, потому что весь акцент на себя шнурки берут. Но мне надо было снять уже, какие были шнурки тут при покупке, такие остались. Если джинсы очень длинные, прямо большие отвороты надо делать, то и вышивку можно побольше, пошире сделать, и побольше элементов. И тоже будет симпатично, я думаю, смотреться, как будто так и задумано. Я очень рада, что мне пришла в голову такая идея, таким образом подшить джинсы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. Пишите ваши комментарии, я всегда их с удовольствием читаю. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.